Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 29 марта, поговорим о народном календаре, о церковном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «благо». Тогда ангелы помогут вам достичь счастливого и изобильного будущего. Именно слово «благо» поможет вам в реализации ваших желаний. 29 марта, друзья, православная церковь вспоминает мученика Савина, чья жизнь и страдания служат примером веры и жертвенности для многих верующих. Савин был правителем египетского города Гермополя в период правления императора Диоклетиана. Его история является потрясающим свидетельством верности христианским идеалам в лице тяжких испытаний и мученической смерти за веру. Во времена императора Диоклетиана, когда христианство подвергалось жестоким гонениям, Савин, будучи христианином, столкнулся с серьезными испытаниями. Он был вынужден скрываться вместе со своими собратьями-верующими в отдаленной деревушке, чтобы избежать преследований. Однако даже в таких условиях он продолжал проявлять сострадание и щедрость к нуждающимся, помогая им финансово. Однако его доброту не оценили все. Неблагодарный нищий, которому Савин помогал, предал его за 2 золотые монеты. Этот предательский поступок привел к трагическому финалу. Савина и 6 других христиан арестовали, их истязали и затем утопили в Ниле в 287 году. Именно эта история мученической смерти Савина является примером не только жертвенности и верности вере, но и уроком о том, как трудности и испытания могут стать проверкой нашей веры. Савин остался верным своим принципам и учениям даже в самые тяжелые моменты своей жизни. Его пример вдохновляет многих верующих нести свою веру сквозь все испытания и все трудности. А вот в народном календаре 29 марта занимает особое место и в народе получило название как Савин день или Тележный день. Этот день был связан с важными обрядами и народными приметами, связанными с приближающейся весной и началом нового сезона у крестьян. Савин или Тележный день имеет древние корни и связан с прощанием зимы и ожиданием прихода весны. В народных обычаях этот день часто считается временем, когда природа пробуждается от зимнего сна, и люди с нетерпением ожидают тепла и зелени. 29 марта – это был тот день, когда судили о весне. Народные приметы и обряды, связанные с этим днем, часто отражали попытку предсказать приход весны и начало сельскохозяйственных работ. И люди обращали внимание на погоду, на состояние природы и на поведение животных, чтобы сделать выводы о том, насколько скоро придет тепло и можно ли начинать весенние работы на земле. Савин или Тележный день часто сопровождался различными традициями и обрядами, которые помогали привлечь удачу и благополучие в новый сезон. Один из таких обрядов это было празднование костра, когда люди таким образом через костер сжигали остатки зимы и приветствовали приход весны. Также были популярны обряды посева первых семян и украшения дома первыми весенними цветами и символами. С приходом весны природа начинала меняться, и это время становилось для крестьян периодом активной подготовки к предстоящему сезону. Снег начинал таять, а весенний ветер подсушивает грязь, делая санные дороги непроходимыми. Это время, когда крестьяне были заняты обслуживанием и подготовкой своего сельскохозяйственного оборудования, включая телеги и сани для предстоящих работ на поле.
Со сходом снега дороги становились плохо проходимыми для саней, а весенний ветер делал так, что грязь уже подсыхала, делая путь еще более труднодоступным. Это, соответственно, приводило к тому, что крестьяне вынуждены были прятать сани и начинать подготовку телег к использованию в теплый сезон. Телеги осматривались, чинились, смазывались, чтобы быть готовыми к предстоящим работам на поле. Пока полевые работы еще не начинались, крестьяне использовали свободное время на изготовление запасных колес для телег. Это важная была часть подготовки к теплому сезону, так как хорошо работающие и надежные колеса играли ключевую роль в сельскохозяйственных работах того времени. Для крестьян важно не только было обеспечить транспортное средство хорошими колесами, но и поддерживать его в хорошем состоянии в целом. Проверка телеги перед использованием также являлась обязательной процедурой, и крестьяне, которые не соблюдали этот принцип, в народе говорили, что они непутевые. В Савин день крестьяне часто совершали обряд объезда деревни на телеге. Этот обряд считался способом принести удачу в делах на предстоящий сезон. В процессе объезда крестьяне прислушивались обязательно к скрипу колес, и различные звуки ассоциировались с различными аспектами жизни. Поэтому, если скрипело левое колесо, то воспринималось как предзнаменование болезни. Крестьяне верили, что этот звук предвещает наступление неприятностей в виде болезней и несчастий. Если скрипело переднее правое колесо, то, наоборот, ассоциировался с богатством. Этот звук воспринимался как благоприятное предзнаменование, указывающее на приближение материального процветания. А если скрипело заднее левое колесо, то это связывали с долгами. Этот звук считался предвестником финансовых обязательств и неизбежных долговых обязательств. А если скрипело заднее правое колесо, то это воспринималось как предзнаменование денег. Этот звук считался благоприятным знаком, который указывал на приближение материального изобилия и финансового благополучия. Согласно народным приметам, 29 марта обладал своими особыми знаками, которые могли указывать на характер предстоящей весны и лета. Поэтому, если 29 марта день был теплым, то это трактовалось как знак того, что наступающая весна будет также теплой и приятной. Теплое солнечное светило и теплый воздух могут принести облегчение после долгих зимних месяцев. А если воробьи и вороны купаются в лужах в этот день, 29 марта, то это также рассматривался как признак теплой погоды. Для многих эти птицы служили индикаторами приближения изменений в погоде. Если таял снег, при этом это происходило достаточно быстро, текли ручьи, то это предвещало дождливое лето. Этот признак указывал на высокую влажность и, возможно, обильное количество осадков в период летних месяцев. Если 29 марта лучи солнца приобретают разные цвета, это говорило о предстоящих дождях. Такие явления могли быть связаны с наличием влаги и изменением погоды. 29 марта, день, известный как Савин день, считался благоприятным для различных действий. И вот несколько рекомендаций о том, что же можно было делать в этот день. Дело в том, что любая покупка в Савин день, 29 марта, будет удачной. Поэтому, если у вас есть давно запланированные покупки или какие-то приобретения, которые вы откладывали по тем или иным причинам, то знайте, что именно день 29 марта может быть подходящим временем для осуществления этого. Будь то крупная покупка или просто покупка каких-то мелочей. Знайте успех и обязательно доверяйте своей интуиции. Также Савин день считается подходящим для гадания на картах. Поэтому этот день может быть благоприятным временем для проведения гадания. Вы можете обратиться к картам с вопросами о своем будущем, получить совет или просто поискать подтверждение своих мыслей и чувств.
Также Савин день – это отличное время, чтобы насладиться природой и провести время на свежем воздухе. Прогулка по парку или лесу, пикник на природе или даже просто время, проведенное в саду, может принести вам умиротворение и вдохновение. Также этот день подходит для занятий медитацией, саморазвитием, духовными практиками. Используйте это время, чтобы подумать о своих целях, осознать свои мечты, стремления, а также развивать свои навыки и таланты. В Савин день проведите время с семьей и с близкими людьми. Общение с родными и друзьями принесет вам радость и поддержку, а также поможет создать крепкие связи и отношения. Независимо от того, какие действия вы выберете в Савин день, важно помнить о своей интуиции и о внутреннем свете, который вы несете в этот мир. Следуйте своим желаниям и стремлениям, доверяйте своим чувствам и старайтесь насладиться каждым моментом этого особенного дня. Давайте теперь поговорим о том, что же нельзя было делать 29 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Дело в том, что в этот день нельзя было делать предложение девушке, иначе это могло принести несчастье и неудачу в браке. Поэтому многие считали, что вот такое вот важное решение лучше перенести на другой день, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем. Также в этот день нельзя было поднимать тяжелые сумки или мешки. Считалось, что это может принести впоследствии в виде забот и хлопот весь следующий месяц. Поэтому многие старались избегать лишних физических усилий в этот день. Также в этот день не стоит кататься на санях, иначе это может негативно повлиять на вашу удачу и привести к проблемам в личной жизни и с финансами. Это может быть связано с тем, что катание на санях ассоциировалось с движением сквозь полосу счастья, и делало это в Савин день, таким образом могло нарушить вашу удачу и привлечь негативные последствия. Также в этот день нельзя было есть хлеб после захода солнца. Считалось, что это может принести бедствие на протяжении всего года. Это связано было с верой в то, что определенные действия в этот день могли привлечь негативную энергию или несчастье. Также в этот день ни в коем случае нельзя было и одалживать деньги, иначе в будущем вам самому придется просить деньги взаймы. Это связано с тем, что взаимоотношения, основанные на денежных займах в Савин день, могут привлечь только финансовые трудности и неудачи. Кроме того, в этот день нельзя было разводить костры. Это иначе вы могли тем самым накликать на себя большое несчастье или беду. Это могло быть связано с тем, что костер ассоциировался с огнем и могущественными силами природы, и его разведение в определенные дни могло привлечь негативные последствия. Также, согласно народным поверьям и приметам, нельзя было пересаживать цветы, иначе это могло принести нежелательные последствия. Дело в том, что считается, что цветы, пересаженные в этот день, 29 марта, могут и не прижиться, и начать засыхать или увядать. Это может быть связано с энергетическими процессами, которые происходят в природе в этот день, поэтому могут негативно влиять на растения. Кроме того, цветы завявшие, засохшие цветы также могут потреблять энергию живущих в доме людей и домашних животных. Это может привести к неудачам, болезням или нежелательным событиям как в семье, так и в доме. Согласно древним поверьям и народным приметам, переезды в Савин день также считались нежелательными и могли принести негативные последствия. Наши предки говорили, что переезд в Савин день может вызвать финансовые трудности и неудачи. Это связано с тем, что день считается неудачным для проведения вот таких вот дел, особенно изменения места жительства. Переезд в этот день также может привести к проблемам в карьере и в профессиональной сфере. Это может проявиться в виде сложностей на работе, конфликты с коллегами или начальством.
Также переезд в Савин день может привлечь негативные ситуации и неприятности с окружающими людьми. Это может быть связано с неблагоприятной энергетикой дня, которая может привлечь негативные события в вашу жизнь. Кроме того, переезд в этот день может негативно сказаться на здоровье людей, тем самым причиняя стресс и напряжение. А соответственно, это может привести к болезням или ухудшению общего состояния. Если переезд на другой день невозможен, то проведите защитный ритуал для того, чтобы смягчить возможные негативные последствия. Также, согласно народным приметам и поверьям, в Савин день не рекомендуется спорить и выяснять отношения. Дело в том, что агрессивные или раздражительные поступки в этот день могут вернуться обидчику в 100-кратном размере. Это может привести к тому, что негативная энергия, созданная спорами или конфликтами, усилится и обратится против того, кто ее вызвал. Также негативные действия в Савин день могут усилиться и принести негативные последствия как для обидчика, так и для его окружения. Это может особенно ощущаться в тяжелые жизненные периоды, когда проблем и без того хватает. Поэтому очень важно, что в этот день, 29 марта, вы проявляли сострадание, терпимость, миролюбие, а споры и конфликты, как вы знаете, противоречат духовным ценностям, которые именно ассоциируются с днем Саввы. Также избегание споров и раздражительности в этот день может помочь вам сохранить гармонию и благополучие как для себя, так и для окружающих. Поэтому попробуйте уделить внимание спокойным и мирным занятиям, такие как медитация, чтение книг, например, или общение с близкими и родными вам людьми. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 29 марта по народному и церковному календарям. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите слово «благо». Тогда ангелы помогут достичь вам счастливого и изобильного будущего. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.